Как организовать управление ресурсами в своей игре? Что такое addressables в Unity? Чем они отличаются от обычных ресурсов и asset bundles? Какие проблемы могут возникнуть при использовании addressables? Хочешь увидеть реальный пример использования addressables? Обязательно досмотри это видео до конца, ведь я отвечу на все вопросы. И не забудь подписаться на канал и поставить лайк, чтобы поддержать наш проект. Приветствую вас, разработчики и любители игр. Вы на канале Dev Kitchen. С вами Егор, профессиональный Unity-разработчик с 12-летним стажем. Как обычно, я сижу на кухне, делаю свою 3D Action RPG и делюсь с вами результатами разработки. В этом видео я расскажу про систему управления ресурсами addressables и покажу на практике ее работу. Мы разберем код, который поможет избежать распространенных ошибок при работе с ней. Погнали! Что такое addressables? Представь, что ты создаешь игру с сотнями объектов, 3D-моделей, звуков, текстур, эффектов. И неважно, работаешь ли ты над маленьким проектом или крупной MMORPG. Управление этими ресурсами и их памятью может стать для тебя настоящей головной болью. А addressables решает эту проблему легко и изящно. Addressables – это современный инструмент в Unity для управления ресурсами, который позволяет загружать, выгружать и кэшировать данные по необходимости. Название addressables происходит от главного принципа их работы – уникального адреса, address, который ты присваиваешь своему объекту. Ты можешь загружать ресурсы, буквально указывая их адрес, будь то текстура, модель персонажа, анимация или эффект. Ключевые особенности этой системы. Во-первых, это динамическая загрузка. Addressables позволяет загружать только те ресурсы, которые нужны прямо сейчас. Это особенно важно для игр с большими мирами и множеством взаимодействий. Во-вторых, это автоматическое управление памятью. Ты можешь легко выгружать ресурсы, которые больше не нужны игре, что позволяет предотвратить утечки памяти. Как пример, это выгрузка объектов после загрузки следующей сцены. В-третьих, это удаленная загрузка ресурсов. Addressables поддерживают не только локальные ресурсы, но и динамическую загрузку контента с сервера. Только представь, что ты добавляешь DLC или какой-то обновленный контент без необходимости пересобирать весь проект. Unity предусматривает два способа загрузки addressables. Во-первых, как я уже сказал, загрузка по адресу. Если ты знаешь уникальный адрес ресурса, его можно загрузить с помощью соответствующего API. Например, ты можешь загрузить модель 3D персонажа по его имени Characters Player Model. Это очень удобно для сложных менеджеров ресурсов, которые динамически обращаются ко множеству объектов. Второй способ загрузки – это загрузка через Asset Reference. А вот этот способ еще более удобный, если ты работаешь с заранее подготовленными ресурсами и конфигами. Ты можешь привязать Asset Reference к скрипту через Unity Inspector и использовать специализированное API для его загрузки. У загрузки ресурса через Asset Reference есть определенные преимущества. Во-первых, это безопасность. Ты точно знаешь, с каким ресурсом ты работаешь. Во-вторых, это исключение ошибок при написании строковых адресов. А одна из главных и сильных сторон addressables – это нативная поддержка асинхронной загрузки. Даже если ты загружаешь большой ресурс, например, текстуру высокого разрешения или объект, состоящий из множества материалов, загрузка не замедлит основное выполнение игры. А когда загруженный ресурс вам больше не нужен, addressables автоматически помогут освободить занятую память. Все, что тебе нужно, это вызвать метод release, и объект будет выгружен. Итак, addressables – это удобная система, которая в современном игровом движке Unity решает множество проблем. Это гибкость загрузки. Ты загружаешь только то, что нужно в определенный момент. Оптимизация памяти. Ты выгружаешь ресурсы, которые больше не нужны. Удобство внедрения в проекты через адреса или Asset Reference. И главное, они поддерживают современные требования к играм, такие как работа с удаленным контентом и асинхронные операции. Установка и настройка. Теперь, когда мы знаем, что такое addressables и зачем это нужно, перейдем к практике. Я покажу, как настроить addressables в Unity с нуля, от установки пакета до начального конфигурирования вашего проекта. Даже если вы никогда не работали с addressables, следуя моим шагам, вы сможете их настроить буквально за пару минут. Первое, что вам нужно сделать, это установить пакет addressables в вашем проекте. Для этого открываем Unity Package Manager, в списке пакетов выбираем пункт Unity Registry в верхнем левом углу и введите в поиске addressables. Вы увидите пакет Addressable Asset System. Нажмите кнопку Install, и Unity автоматически добавит addressables в ваш проект. После успешной установки в меню Window Asset Management появится раздел Addressables. А после того, как addressables были установлены, их нужно проинициализировать в проекте. Unity создаст специальный профиль и базовые настройки для использования этой системы. Перейдите в меню Window Asset Management Addressables Groups. Откроется специальное окно, где будут отображаться ваши группы addressables. Если вы используете addressables впервые, Unity предложит создать файл с настройками. Просто нажмите кнопку Create Addressable Settings. Этот файл содержит все основные настройки системы, профили, пути и группы ресурсов. Его автоматическое создание позволяет вам быстро приступить к работе. А теперь самое главное, нужно сделать ваши ресурсы addressables, чтобы их можно было использовать в системе. Давайте сделаем это. Выберите любой объект в проекте, например, какую-нибудь 3D-модель, текстуру или звук. В его инспекторе найдите флаг Addressable и поставьте галочку. После этого объект пометится как Addressable, ему автоматически присвоится уникальный адрес и группа. Когда вы добавляете
добавляете ресурсы в addressables, они автоматически попадают в Default Local Group. Но для более организованного управления ресурсами в проекте лучше использовать специфические группы. Давайте посмотрим, как это сделать. В окне Addressables Groups нажмите на кнопку New Packed Assets, либо нажмите правую кнопку мыши Create New Group Packed Assets. Вы смело можете перенести ресурсы из Default Local Group в вашу новую группу. Также в окне Addressable Groups вверху есть настройка профиля. Здесь вы можете создавать различные профили и указывать в них, где будут храниться ваши ресурсы для конкретной целевой платформы. Перед тем, как использовать Addressables в игре, нужно их построить. Для этого нажмите кнопку Build, New Build, Default Build Script, если у вас еще не было построенных addressables. Либо вы можете нажать кнопку Update a Previous Build. Unity сгенерирует Asset Bundles и свяжет их с addressables. Как вы видите, настроить addressables не так уж и сложно. Установи пакет, настрой группы, добавь ресурсы, собери addressables. Addressables позволяет не только легко работать с ресурсами, но и организовать их процесс загрузки и выгрузки максимально эффективно. Различия между addressables, Asset Bundles и Resources. На протяжении многих лет Unity предоставляла разработчикам несколько способов работы с ресурсами. Самый известный из них это Resources, Asset Bundles и Addressables. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества, ну и, конечно, ограничения. Сейчас рассмотрим, чем эти подходы отличаются друг от друга и почему. Давайте начнем с исторического контекста. Когда-то в Unity все было просто. Вы добавляли ресурс в специальную папку под названием Resources, и он становился доступным в игре через функцию Resources Load. Потом появился мощный, но более сложный инструмент Asset Bundles. Это позволило разработчикам упаковывать свои ресурсы в файлы, загружать их по требованию и даже использовать удаленные серверы для хранения ресурсов. И, наконец, Unity представила систему Addressables, которая упростила работу с Asset Bundles, автоматизировав многие наиболее сложные задачи. Теперь давайте разберемся в отличиях между всеми этими системами. Resources — это самый простой, но и самый ограниченный подход. Просто помещайте объект в папку Resources и загружаете его в коде с помощью команды Resources Load. Из плюсов — это очень легко использовать. Не нужно никакой дополнительной настройки. И это подходит для небольших проектов с ограниченным количеством ресурсов. Из минусов же — никакой кастомизации для удаленной загрузки. Все жестко зашито в игру. По сути, Resources — это отправная точка для начинающих разработчиков, но ее использование в крупных проектах не рекомендуется. Asset Bundles — это следующий уровень. Вместо того, чтобы автоматически включать все ресурсы в билд, с ними ты можешь группировать объекты в специальные архивы, которые используются в игре. Например, ты можешь разделить огромные текстуры своей игры по разным архивам и загружать их динамически на основе действия игрока, например, при переходе из одной сцены в другую, из одной локации в другую. У системы есть преимущество. Ты можешь выгружать ресурсы, которые больше не используются, чтобы оптимизировать память. Asset Bundles поддерживает загрузку файлов с удаленных серверов. Идеальный выбор для игр с DLC. Но у этой системы есть и свои минусы. Во-первых, никакой автоматизации. Все управление ложится на твои плечи. От создания бандлов до их загрузки, работы с кэшем и обновлением версий. Прямые ссылки перестают работать, так как все ресурсы упакованы в архивы. Asset Bundles — очень мощная система, но ее сложность может напугать. А теперь представь решение, которое объединяет возможности Resources и Asset Bundles и позволяет удобно с ними работать. Addressables унаследовали все лучшее от Asset Bundles, но делали систему гораздо проще. Как я уже говорил раньше, с Addressables вы работаете с адресами и готовым API. Преимущество системы. Addressables автоматически управляет созданием и разбиением Asset Bundles. Удобный инструмент управления ресурсами прямо в Unity Editor через окно Addressables Group. Поддерживает как локальные ресурсы, так и работу с удаленными серверами, причем с минимальной настройкой. Из минусов можно выделить только то, что Addressables немного усложняют начальную настройку проекта по сравнению с Resources. И для работы с ними вам нужно хотя бы базовое понимание структуры вашего проекта. Если вы работаете над тестовым проектом или прототипом, вы можете использовать Resources. Но имейте в виду, что производительность и гибкость могут пострадать. Если же вам нужна точная настройка, и вы готовы писать собственный код для работы с ресурсами, и вас не пугают сложности, можете использовать Asset Bundles. Однако, если вы хотите использовать лучшее из обоих миров, то используйте Addressables. Это отличный инструмент, который позволит сократить вам время разработки и поможет создать оптимизированную игру. Разбор кода. Addressables — это мощный инструмент Unity для управления ресурсами, но каждому, кто с ними сталкивался, попадались проблемы. Как безопасно загружать ресурсы, контролировать их выгрузку, инстанцирование, избегать утечек памяти. Сегодня я покажу архитектурное решение этих проблем на примере моего модуля управления Addressables. Мы разберем его структуру. Начнем с DI-контейнера, фасада, а потом рассмотрим работу контроллеров загрузки и инстанцирования. Итак, начнем с установки модуля в DI-контейнере. У меня есть инсталлер, который регистрирует три ключевых компонента. Контроллер загрузки, который отвечает за безопасную асинхронную загрузку ассетов, контроллер инстанцирования, который управляет безопасным созданием объектов в игре, и, наконец, фасад, который предоставляет интерфейс для обращения к контроллерам. Это основной API для использования Addressables в проекте. Этот подход соответствует принципу инверсии управления. Все зависимости регистрируются в контейнере и предоставляются через конструкторы, упрощая тестирование, замену и расширение.
После установки зависимостей все управление Addressables упрощается благодаря фасаду. Это центральный интерфейс для синхронных операций загрузки, инстанцирования и освобождения ресурсов. Инициализация фасада встроена в цепочку инициализации моего проекта и запускается из контроллера инициализации, который находится внутри модуля инициализации. О модуле инициализации я рассказывал в одном из прошлых своих видео. Фасад делегирует команды соответствующим контроллерам. Так, например, метод асинхронной загрузки ассета передает управление контроллеру, который за это отвечает, а асинхронным инстанцированием объектов занимается другой контроллер. Здесь у нас четкая структура. Фасад скрывает внутреннюю реализацию контроллеров от внешнего кода, делая управление Addressables проще и чище. Фасад централизует доступ, снижая связанность между компонентами, и организует работу с Addressables в виде единого интерфейса. А теперь давайте взглянем на то, как модуль позволяет пользователям писать меньше кода для обращения к Addressables. Это позволяет сделать статический класс расширения. Обычно, если нужно загрузить ассет, придется напрямую обращаться к фасаду. Это выглядит громоздко, особенно если такие вызовы часто повторяются. Благодаря расширениям это преобразуется в удобный метод, вызываемый прямо у AssetReference. Например, вот так. Тут у модуля, отвечающего за рендер, есть ссылка на AssetReference камеры, и благодаря расширению мы можем напрямую у AssetReference вызвать метод асинхронной загрузки, который в свою очередь обратится сразу к фасаду. При этом нам не нужно прокидывать дополнительные зависимости в этот модуль, и все делается под капотом. Это более читаемо, короче и естественнее для разработчиков. Это расширение позволяет инстанцировать объекты, загружать и освобождать ресурсы. Расширение делает взаимодействие с модулем максимально удобным и читаемым. Особенно это актуально для больших проектов, где Addressables используются повсеместно. Теперь перейдем к разбору контроллеров, которые выполняют основную работу модуля – безопасное управление асинхронными операциями Addressables. Этот базовый класс решает задачи управления асинхронными операциями, включая их отслеживание и обработку ошибок. Например, он предотвращает дублирование активных операций, ловит невалидные или неуспешные операции и корректно обрабатывает их завершение. В обычной работе с Addressables легко запустить несколько загрузок одного ресурса одновременно, и это может привести к ряду проблем. Хотя система Addressables очень удобная и гибкая, она очень чувствительна к множественным операциям загрузки одного и того же ресурса. В один момент времени один и тот же ресурс можно загрузить лишь один раз, и этот ресурс жестко связывается со своим хендлом. Если после загрузки ресурса вы попробуете вызвать его загрузку еще раз, система выдаст ошибку, потому что хендл загрузки уже существует. Поэтому менеджмент хендлов загрузки ложится на ваши плечи. Контроллер должен хранить все хендлы для ранее запрошенных ресурсов, а также обрабатывать состояние загрузок. В нашем случае, если хендл загрузки определенного ресурса уже существует, то он сразу пытается получить заранее закэшированный результат. Если же ресурс не был загружен ранее и у нас нет информации о его хендле, то мы создаем новую операцию загрузки и помещаем ее в словарь. Если в будущем какая-то система попробует снова загрузить этот ресурс, мы просто получим кэшированное значение и избежим каких-либо конфликтов. Также этот класс предотвращает проблемы многопоточного доступа к ресурсам, потому что текущие активные хендлы хранятся в Concurrent Dictionary. Контроллер загрузки отвечает за безопасную загрузку ассетов через метод Load Asset Async Safety. Он использует общий механизм управления операциями в базовом классе, чтобы избежать дублирования кода и дублирования загрузок. Вы можете загрузить аудиоклип или текстуру, и модуль гарантирует, что ассет загрузится корректно. Если он уже был загружен, то мы получим закэшированный результат. А контроллер инстанцирования обрабатывает асинхронное создание объектов. Он поддерживает два основных метода. Это инстанцирование в базовом положении и инстанцирование с позицией и поворотом в конкретном родителе. Все это обрабатывается через базовый метод runAsync Operation Safety, а метод releaseInstance освобождает загруженные объекты. Этот контроллер незаменим в проектах, где полно однотипных инстанцируемых объектов, таких как NPC, эффекты, частицы и прочее. Какие проблемы помогает решить этот модуль? Во-первых, это избежание дублей операций. Объекты загружаются или инстанцируются только один раз, независимо от количества обращений. Во-вторых, это управление памятью. Объекты корректно освобождаются после использования, предотвращая утечки памяти. В-третьих, это асинхронная работа. Все контроллеры базируются на принципах асинхронного программирования, эффективно распределяя нагрузку. В-четвертых, это чистый код. Фасад и его расширение позволяют пользователям писать более чистый и читаемый код. Вот так выглядит мой модуль управления ресурсами, основанный на Addressables. И вы видите, как много проблем он решает. От удобного внедрения, фасада, до безопасных контроллеров и удобных расширений. Этот модуль – пример хорошей архитектуры, который легко адаптировать как для малых, так и для крупных проектов. А на этом все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А в комментариях обязательно делитесь тем, как у вас на проектах устроено управление ресурсами. А на этом все. До скорой встречи в новом видео.